Анимация — это настоящий творческий рай, где вы можете раскрыть свои навыки и потенциал на публику, используя Гаррисмод или всем известный Source Filmmaker. Анимации на движке Source начали набирать популярность примерно в 2008-2010 годах, и их рост с каждым годом начал увеличиваться. Почти в каждой анимации есть свой главный герой, в котором заложена его дальнейшая судьба. С каждой новой частью мы узнаем много нового о нем, и просматривая видео от начала и до конца, у нас складывается свое мнение о персонаже. В основном анимации вызывают у нас приятные эмоции. Кто-то смотрит их для поднятия настроения или ощущения ужаса, смотря какой жанр вы смотрите, а кто-то преисполняется вдохновением благодаря их просмотру. Но в сегодняшнее время анимации могут вызывать не только положительные качества, но и отрицательные, которые по неправильным действиям фанатов могут знатно подпортить репутацию их любимого аниматора. В этом ролике я расскажу вам 3 истории, связанные с определенными анимациями, где фанаты буквально сходили с ума от вымышленного главного героя. Disengage — это одна из самых популярных анимаций по Team Fortress 2, выпущенная 4 июня 2020 года, к которой также была выпущена вторая часть 19 февраля 2022 года. Или же, проще говоря, сиквел. В данной анимации главную роль занимают двое хэвиков, которые больше всего запомнились фанатам. Хоть ролик и называется «Как фанаты уничтожили продолжение своей любимой анимации», но именно здесь речь будет идти не о продолжении, а модификации для игры Garry's которая позволяла спамнить этих двух хэвиков у себя на карте, и в которой они играли роль враждебного NPC. Сам аддон был выпущен 15 мая 2023 года и достаточно быстро приобрел популярность среди любителей как самой песочницы, так и среди любителей анимации. Может быть, даже кто-то вспомнит про моих боссов для Slender Fortress, для которых я как раз таки использовал те самые модели с этого мода. По названию можно заметить, что модификация является только бета-версией, и судя по тому, что я расскажу вам дальше, она, скорее всего, уже никогда не будет доделана до конца. Данной историей со мной поделился один из создателей этого мода, а именно Just Resort. В ней он рассказал, что во время разработки этих NPC он получал множество хейта и настоящий буллинг со стороны этих заядлых фанатов. Вы, наверное, подумаете, что это уже типичное дело каких-то школьников и то, что это является уже базой интернета, но нет. Здесь все происходило достаточно серьезно. Здравствуйте, я увидел, что вы отменили свой проект Disengage для Garrysmod и закрыли доступ к комментариям. Я хотел бы спросить, что случилось? Эта история связана с двумя периодами преследований. Первый период начался несколько лет назад, когда я создал концепт-трейлер для своего аддона Garrysmod DLZ Robotics. В нем я представил доктора Цукерберга, Бульварк, Фриск, Крип и Little Miss как грядущих боевых Next-ботов. Люди начали громить весь проект и нападать на меня, потому что Little Miss являлась переделанной моделькой Mimi Sentry. Нападки происходили как в Steam, так и на YouTube, начиная с угроз смерти и заканчивая выдумыванием сцен уничтожения моих творений хэвиками из Disengage, обвинениями в педофилии и сравнением моих вещей со скибиди-туалетами. Все это, похоже, затихло, когда я удалил концепт-трейлер через полгода после его выхода. Второй период преследований случился чуть позже, после удаления трейлера. Люди присылали мне, по сути, BDSM-видео с бафнутым ТФ-2 солдатом и говорили такие отвратительные вещи, как «Заставь бафнутого солдата приставать ко мне» или «Я трогаю тебя». После этого некоторые люди стали домогаться до меня в комментариях к модификации Disengage. Эти нападки были более личными, чем в первый период домогательств. В одном из комментариев, который я не могу забыть, меня лично обвинили в том, что никому не нравится, когда ты долго печатаешь. Другие комментарии ясно давали понять, что люди пытаются давить на меня и манипулировать мной, чтобы я сделал аддон и для Disengage Extreme, который я в спешке уже планировал.
И все это происходило в то время, когда я находился в процессе работы над этим модом. Учитывая, как долго сообщество TF2 заставляло меня проходить через ад из-за моего первого оригинального проекта, и как они ожидали, что я буду бесплатно работать над тем, что я возненавидел, в конце концов с меня было достаточно. Я отменил все, что связано с Puttis Engage, отключил комментарий к существующему аддону и исчез на несколько месяцев, чтобы дать хейту рассеяться. Даже сейчас эти вещи все еще влияют на меня. Прогресс над всеми моими творениями идет так медленно отчасти из-за подсознательного страха перед сообществом Team Fortress 2. Это сообщество много раз нападало на своих создателей в реальной жизни, и, судя по всему, доксинг и шантаж все еще имеют место. Посмотрите на дело TF2 Emporium. Мне постоянно приходится судить, достаточно ли приличны мои творения или сцены из анимаций, чтобы не считаться кринжем. И могу ли я вообще создавать какие-то вещи, потому что это может быть названо ересью. Я уже на тонком льду с сообществом TF2, и, похоже, ситуация не улучшится. Когда я выпустил свой последний аддон, Garry's Mod Swap, Mixer and Shaker, мне в первый же день прислали видео, содержащее core-контент, потому что плеер-моделькой этого оружия является девушка из аниме. Я даже не подозревал, что все это время вас атаковали разные люди. Мне очень жаль, что это случилось с вами, и я боюсь представить, как сильно это повлияло на вашу психику. Я сочувствую вам. Неважно, что люди говорят о ваших работах в интернете, потому что только вы решаете, как они будут выглядеть. Если вам нравится ваша работа, но кто-то считает ее отвратительной, то просто постарайтесь игнорировать их. Не давайте людям овладеть вами. Просто будьте собой и двигайтесь вперед. Лично мое мнение о ваших работах очень положительное. Я не вижу причин называть их кринжовыми или ересью. Огромное спасибо за вашу историю. Да, единственное, что я могу сказать, так это то, что эти фанаты абсолютно ебанутые на голову люди. Они не то, что просто хейт-рейдили работы создателя, но и причинили большой вред его психике. Мне очень жаль, что такое все еще может происходить в нашем мире. Я искренне сочувствую Just Resort, потому что все эти 1,5 года он держал это в себе. И, наконец, он смог выговориться по поводу этой ситуации. И попрошу вас не оставаться равнодушными людьми и настоятельно рекомендую заценить его работы и высказать о них свое конструктивное мнение, ведь сейчас ему по-настоящему нужна поддержка. Что ж, если тебе понравилось мое видео, то don't forget to press subscribe button and like my video, if you know what I mean. Увидимся в следующей части. Удачи!